Тракторы серии H компании Société Française de Vierzon стали первыми французскими тракторами с калильными двигателями. Серия этих машин буквально спасла компанию от банкротства и позволила ей занять значимое место среди европейских производителей техники середины 20 века. Серия H включала в себя три модели – H1, H2 и H0. Друзья, всем привет! Это 35-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с французской компанией Société Française de Vierzon и ее первыми тракторами. Компания Société Française de Vierzon основана в городе Вьерзон в 1848 году. Изначально предприятие занималось ремонтом и изготовлением простой сельскохозяйственной техники, такой как молотилки, веялки, корнерезки и измельчители соломы. К концу 19 века компания освоила выпуск паровых машин, жаток и насосов. В начале 20 века к ним добавились стационарные бензиновые и керосиновые двигатели. Однако в 1920-х рынок начал резко меняться. В Европу, в том числе и Францию, начали массово ввозиться американские тракторы, которые стали вытеснять паровую и стационарную технику. Компания Société Française de Vierzon столкнулась с финансовыми трудностями. В 1931 году, уже находясь на грани банкротства, совет директоров компании поставил задачу: если в течение 3 лет не появится новое направление для производства, компанию закроют. Первенцем Société Française de Vierzon стал выпущенный в 1933 году трактор модели Vierzon H1. На нем был установлен одноцилиндровый двухтактный калильный двигатель объемом 10,34 литра, обеспечивающий мощность 22 лошадиных силы на крюке и 44 лошадиных силы на валу двигателя. Принцип работы такого двигателя основывался на воспламенении топлива от контакта с нагретыми стенками калильной камеры. В качестве топлива использовали дизель, мазут, отработанные масла, растительные масла и смеси различных горючих жидкостей. Система охлаждения двигателя была жидкостной, с естественной циркуляцией. Радиатор располагался вдоль трактора прямо над двигателем. Возле него был установлен вентилятор, привод которого осуществлялся от коленчатого вала. Система питания включала в себя топливный бак емкостью 50 литров, из которого топливо самотеком поступало в топливный насос, а далее, под давлением, в форсунку. В зависимости от режима работы и типа выполняемых операций, расход топлива составлял от 15 до 25 литров в час. Трансмиссия имела 3 передачи вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения – 10 км в час. Vierzon H1 проектировался как универсальный тяжелый трактор для крупных фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. Основной сферой применения были тяжелые полевые работы и привод стационарных энергоемких сельхозмашин. Особенно эффективно H1 показывал себя в качестве привода для молотильных комплексов. Мощный одноцилиндровый двигатель с большим маховиком обеспечивал равномерное вращение приводного шкива даже при переменной нагрузке, что было важно для качественного обмолота зерна. Помимо этого, трактор использовался для привода пилорам, зерноочистительных машин, кормодробилок и насосов для орошения. Модель H1 выпускалась в нескольких вариантах. Стандартная версия с металлическими колесами, версия с резиновыми шинами, которая появилась в 1936 году, и специальная модификация с доработанной системой охлаждения, которая экспортировалась в страны Африки. Для работы в виноградниках выпускалась версия с уменьшенной колеей H1V. Стоимость нового трактора Vierzon H1 составляла около $3000, что соответствовало цене 15-20 голов крупного рогатого скота или годовому доходу среднего фермерского хозяйства. Это делало трактор доступным только для крупных хозяйств или предпринимателей, специализировавшихся на услугах механизированной обработки почвы. Срок окупаемости трактора для хозяйств площадью более 100 гектаров при интенсивном использовании составлял около 4 лет. Для предпринимателей, оказывавших услуги по вспашке и молотьбе, окупаемость достигалась за 2-3 сезона. В
В 1935 году в серийное производство поступил трактор Vierzon H2. Основным его отличием от предыдущей модели стал двигатель, объем которого уменьшился до 5,35 литра. Мощность на тяговом крюке составляла 15 сил, на валу двигателя 30 сил. Эксплуатационная масса снизилась до 2232 кг. Конструктивно H2 сохранил все основные принципы, заложенные в H1. Горизонтальное расположение двигателя, трехступенчатую трансмиссию и термосифонную систему охлаждения. Vierzon H2 предназначался для средних фермерских хозяйств площадью 30-80 гектаров, где мощность H1 была избыточной и его применение было экономически нецелесообразно. Основными сферами применения стали вспашка легких и средних почв, культивация, посевные работы и уборка урожая с помощью прицепных жаток. H2 также имел несколько модификаций. Базовая модель, садовая версия и специальная модификация с усиленной трансмиссией для горных районов. Передаточные отношения коробки передач менялись в зависимости от предполагаемого применения. Для тяжелых полевых работ использовались тихоходные коробки, для транспортных работ – быстроходные. Стоимость модели H2 составляла около $2300. В 1936 году вышел Vierzon H0, ставший самым мощным трактором данной серии. Он имел двигатель объемом 12,76 литра и развивал мощность до 25 лошадиных сил на крюке и 55 лошадиных сил на шкиве. Эксплуатационная масса составляла 3200 кг. Модель H0 проектировалась как специализированная машина для привода мощных молотильных комплексов. Соответственно, основными покупателями были предприниматели, специализирующиеся на услугах по обмолоту зерна. Трансмиссия трактора имела 5 передач вперед и 1 назад, что отлично подходило бы для полевых работ, если бы не расход топлива. При полной нагрузке Vierzon H0 потреблял до 35 литров в час. Помимо стандартной версии существовала также и модификация с дополнительной защитой картера для работы на лесозаготовках. Стоимость трактора H0 в 1936 году составляла $4200, что делало его доступным только для крупных предпринимателей и кооперативов. Ключевым конкурентом для Société Française de Vierzon был немецкий Lanz Bulldog, конструкция которого и стала прототипом для всей серии. Эта техника пользовалась популярностью у французских фермеров еще с 1920-х годов. Во Францию в основном импортировались модели Lanz D9506, D8500 и D7506. Их стоимость составляла от $1500 до $2000. Огромную долю рынка занимали британские керосиновые тракторы Fordson. Главная причина их успеха – цена. В 1933 году за один новый трактор просили всего $600-800. Также заметным игроком на внутреннем рынке был Renault, выпускавший трактора Renault YL. Эти сельхозмашины имели керосиновый двигатель и были менее тяговиты, но благодаря простоте и развитой дилерской сети занимали значительную нишу в средней и легкой категориях французского рынка. Стоимость одного трактора Renault составляла $2500. Менее массово, но все же уверенно, на рынок проникали американские керосиновые Massey Harris и International Harvester. В общем-то, уже к концу 1930-х было понятно, что будущего у калильных моторов нет. Компании, продолжавшие развивать устаревшие технологии, проигрывали своим конкурентам. Основными недостатками считались низкий КПД, сложность запуска и высокий уровень шума. Французские сельскохозяйственные журналы регулярно публиковали статьи с критикой архаичных технологий и призывами к переходу к более современным дизельным двигателям. Серийный выпуск тракторов Vierzon H1, H2 и H0 продолжался до 1942 года. В период Второй мировой войны компания Société Française de Vierzon была переориентирована на выпуск военной продукции. Общее число произведенных H1 составило 1430 единиц, H2 – несколько сотен, точно неизвестно, H0 – около 70. В послевоенный период выпуск тракторов продолжился, но это уже были другие машины. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока.